Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Кадышев Виталий Викторович. По просьбе исследовательского фонда Хора Деремии я проведу перевод данной презентации, посвященной как раз данному заболеванию. Я являюсь заведующим кафедрой офтальмогенетики Института высшего и дополнительного профессионального образования медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова, руководителем научно-клиническим центром генетики глазных болезней, ведущим научным сотрудником, врачом-офтальмологом, врачом-генетиком, профессором на Российской академии естествознания. Итак, приступим непосредственно уже к презентации. Добрый день, меня зовут Иван Макдональд. Я рад познакомить вас с информацией в рамках исследовательского фонда Хора-Деремии. Хора-Деремия – это медленная, прогрессирующая наследственная дистрофия сетчатки. Заболевание относится к редким, распространенность которого в среднем по популяции составляет 1 на 50 тысяч человек. Причиной заболевания является мутация, снижение функции гена CHM. Патология наследуется по X-седному рецессивному типу, поэтому в основном страдают мужчины, но иногда заболевание встречается у женщин-носительниц. На долю хородэремии приходится примерно 4% от всех случаев слепоты. На стадии представлено классическое течение хородэремии у пациентов мужского пола. Слева представлен снимок глазного дна у подростков с хородэремией. Пациент может предъявлять жалобы на снижение зрения в темноте с раннего детства. Глазное дно в свое время имеет пятнистый вид. Со временем, в возрасте 20 лет, может наблюдаться прогрессирующее сужение полей зрения. Присутствует обширная ЧГД-пигментация глазного дна, что отмечено черной стрелкой на слайде. Как вы можете видеть, с возрастом заболевание прогрессирует. И на следующем снимке представлен именно фундус кадр больного в возрасте 40 лет, на котором довольно четко видны сосуды хороидеи. При этом имеется относительно здоровый очаг вокруг макулы и диска зрительного нерва. На крайнем правом снимке представлены данные пациента 60-70 лет. При этом, как мы с вами видим, имеется очень маленький участок оставшейся функциональной сетчатки в центральной области желтого пятна. На следующем слайде будет представлена ранняя стадия заболевания хородэремии. Как вы можете видеть, на данном изображении представлена именно данная стадия. Снимок справа. При этом наблюдается изменение пигментного эпителия сетчатки по сравнению с нормальным глазным дном. Как вы можете опять же видеть, присутствует симптом, внешне похожий на симптом соли перца, как отмечено черными стрелками на слайде. В то же время мы с вами видим область, где слои пигмента истончены. Вследствие этого видны глубокие кровеносные сосуды в сосудистой оболочке, что показано белыми стрелками. Средняя стадия. От ранней стадии хородэремии до средней стадии происходит изменение пигментного слоя, который может отсутствовать в периферических отделах глазного дна, что показано черной стрелкой на слайде. Слой пигмента сохраняется только в центральной зоне. В данном случае в кадре справа от вас эта область, очерченная белым кругом, является макулой. Поздняя стадия заболевания, и на поздней стадии болезни, на данной снимке как раз, наблюдается обнажение склеры, обширная атрофия хорокапилляров, наблюдается снижение зрительных функций, выраженная никтолопия. Как правило, стадия данная развивается после 50 лет. В редких случаях у носителей женского пола могут быть выражены симптомы, сходные с таковыми у мужчин. Женщины-носительницы с глазными симптомами, и это на следующем слайде представлен фундус, как раз снимок такой пациентки, представлен справа в сравнении с нормальным глазным дном. Соответственно, слева представлено нормальное изображение сетчатки. Ниже представлены снимки ОКТ, при сравнении которых вы можете видеть, что у носительниц хородэремии справа наблюдается значительное истончение центральной зоны сетчатки. Это отмечено белой стрелкой как на снимке глазного дна, так и на оптически когерентной томограмме. Следующий слайд. И на следующем слайде представлен снимок глазного дна слева и снимок аутофлуоресценции справа того же глазного дна у женщины-носительницы, на котором имеется пятна в пигментном слое сетчатки. Визуализируется ухудшение состояния пигментного эпителия сетчатки. Это обозначено белой стрелкой.
Дифференциальная диагностика пигментного ретинита и хороидеремии. Итак, давайте поговорим об этих двух заболеваниях. Хороидеремия наследуется по X-сепленному рецессивному типу. Пигментный ретинит может быть унаследован как доминантный признак или рецессивный признак, не связанный с полом, так и X-сепленный признак. Хороидеремия вызывается мутациями или вариациями в гене CHM, тогда как пигментный ретинит вызывается мутациями более чем в 60 различных генах, отличных от гена CHM. Хороидеремия в основном поражает мужчин, а вот пигментный ретинит поражает как мужчин, так и женщин. Как вы можете видеть, симптомы обоих заболеваний схожи, результаты ЭРК показывают одни и те же проблемы со зрением в темноте, а на поздних стадиях могут быть и нерегистрируемыми. Результаты ОКТ схожи при обоих заболеваниях, показывая истончение сетчатки, потерю фоторецепторов пигментного эпителия сетчатки, сохранение внутренних слоев сетчатки и в некоторых случаях так называемых ретинальных тубуляций. На следующем слайде будут представлены результаты исследований сетчатки при пигментном ретините и хороидеремии. Представлены результаты исследований сетчатки при пигментном ретините, которые отличаются от хороидеремии на более поздних стадиях. Установлено, что зрительный нерв намного бледнее, придавая ему восковидный такой вид при пигментном ретините, что отличается при хороидеремии, это отмечено белой стрелкой. Кроме того, кровеносные сосуды, которые отмечены черными стрелками, намного тоньше при пигментном ретините, чем при хороидеремии. Наконец, при пигментном ретините имеется массивное отложение пигмента в виде костных телец, что отмечено желтыми стрелками. А при этом такого эффекта не наблюдается при хороидеремии. Наконец, кистозный макулярный отек чаще встречается именно при пигментном ретините, чем при хороидеремии. Следующий слайд. Если у вас были клинически диагностированы хороидеремия, генетическое тестирование доступно. За рубежом вы видите ссылки, где это могут проводить. Также вы можете посмотреть и другие ресурсы тестирования по второму веб-адресу, представленному на слайде. Для отечественных пациентов российских бесплатное генетическое исследование доступно в медико-генетическом научном центре Москвы. Это федеральное учреждение. На слайде представлены также некоторые дополнительные ресурсы от исследовательского фонда хороидеремии, фонда борьбы со слепотой, как в США, так и в Канаде. Есть опросник пациентов с хороидеремией, который вы, возможно, захотите посмотреть. И вы, возможно, заинтересуетесь и будете присоединены к реестру пациентов или специалистов с хороидеремией. Для связи представлены возможные адреса электронной почты. Также вы можете связаться с представителем вашей страны, если у вас есть вопросы или комментарии по какому-либо слайду или к данной презентации. Пожалуйста, можете связаться с Кори Макдональдом из исследовательского фонда хороидеремии или непосредственно со мной через Стейси Стоун по адресу электронной почты. А для получения дополнительной информации о ваших вариантах лечения, пожалуйста, свяжитесь с вашими офтальмогенетиком в МГНЦ, медико-генетическом научном центре имени академика Николая Павловича Бочкова. Спасибо, что выслушали. И наша команда надеется, что вам понравилась эта презентация. Будем рады обратной связи. Благодарю за внимание. До свидания.